Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня хочу приготовить с вами потрясающие нежные пушистые пирожки в духовке с яблочками. Они просто изумительные. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 160 мл теплого молока отправляем в глубокую миску. Будем готовить дрожжевое тесто. У меня молоко где-то градусов 40. Сюда же добавляю 80 грамм сахарного песка, щепотку соли для баланса вкуса, 3 грамма ванильного сахара, либо ванили щепотку. Смешиваем. Сюда же добавляем 12 грамм дрожжей свежих, прессованных. Если хотите добавить сухие дрожжи, то в 3 раза меньше, то есть 4-5 грамм. Все хорошо смешиваем. Если в дрожжах не уверены, чтобы не испортить в дальнейшем все тесто, можете накрыть крышкой и минут 15 дать активироваться дрожжам, чтобы образовалась пышная пенка сверху. Я в своих дрожжах уверена, поэтому буду сразу замешивать тесто. Сюда же добавляю одно яйцо, смешиваем. И сюда же добавляем просеянную муку. Муки у меня 400 грамм, 420. Сразу всю муку не добавляйте. И вымешиваем тесто. Мука, яйца по плотности могут отличаться, поэтому всю сразу муку не добавляем. Тесто должно немножко липнуть, но должно держать хорошо форму, чтобы пирожки получились красивые. В данном случае у нас уйдет вся мука, 420 грамм, потому что мы сейчас будем добавлять сюда масло сливочное. Выкладываем на стол и начинаем вымешивать. И сейчас сюда же будем добавлять масло. Масло у меня сливочное, 60 грамм, 82% жирности. И все хорошо вмешиваем в тесто и будем месить тесто минут 10. Сначала у вас тесто все разделится на кусочки, а потом потихонечку оно начнет собираться. Очень важно муку не переложить, иначе булочки не будут мягкими и нежными. Посмотрите, какое тесто, но оно еще не готово. Еще месим его. Я люблю, когда в тесте присутствует хотя бы 2 вида масла, поэтому немножко добавляю растительное. Где-то 1 чайную ложку. Вот такое тесто у нас получилось, очень приятное. Посмотрите, оно мягкое. Подкатываем его в шар. Оно не липнет к рукам абсолютно. Смотрите. В миску немного добавляем растительного масла, обмакиваем тесто и подкатываем его в шар. Вот так. Я его отправляю на расстойку. Каждые 30 минут буду делать админку. Накрываю либо стеклянной крышкой, либо пищевой пленкой. А сейчас будем готовить начинку. Пока у нас тесто растаивается, у нас еще начинка должна остыть. Я подготовила 700 грамм яблочек. Яблочки у меня зелененькие. Очень хорошо вот именно в зимнее и в осеннее время готовить такие пирожки, потому что яблочки не бутафорные, они насыщенные, наливные. Я взяла зелененький кисло-сладкий сорт Гренни Смит. Здесь очень много пектина и в самой мякоти, и в кожуре. Очищаем от кожуры, и нужно нам поделить яблочки на кубики. Мы их будем обжаривать на сковороде. Снимаем кожуру. Разрезаем пополам. Освобождаем от сердцевины и нарезаем кубиками. Яблочки готовы. Нарезаем небольшими кубиками, так что потом удобно было формировать. Все готово, и идем потомим сахаром наши яблочки. Сковородку на средний огонь, немножко масла, грамм 15. Сюда же добавляем 2 столовые ложки сахара. Все помешиваем. Для аромата добавлю еще тростниковый сахар, пол чайной ложки корицы. Все хорошо смешиваем. Какой аромат изумительный. И сейчас сюда же отправляем яблочки. Все хорошо смешиваем. И сейчас яблочки должны выделить влагу, а потом вся влага должна растаять. Добавляю сок половинки лимона. Посмотрите, влаги очень много еще пока. Влага не выпарилась. Если у вас яблочки слишком мягкие, то, конечно же, вот так уваривать не нужно. У меня яблочки плотные, держат хорошо форму,
хотя бы минут 7 вот так нужно уваривать на среднем огне. В конце добавим изюм. Посмотрите, влаги уже практически нет. Яблочки наши уже полумягкие. И сюда же добавляем 50 грамм изюма. Изюм тоже излишнюю влагу впитает. Я его хорошо промыла. И еще буквально минутка-две и выключаем. И вот сейчас вы видите, влаги нет абсолютно. И яблочки у нас как мармелад. Очень красивые. Все выключаем и дадим остыть. Можно переложить в другую емкость, чтобы остывало. А можно, чтобы остывало прямо здесь же в сковороде. Выкладываем на тарелку. Так начинка лучше остынет и быстрее. Так, чтобы остывало легче, лучше. А пока пойдем и будем обминать тесто. Прошло 1,5 часа. Посмотрите, какое у нас тесто. Потрясающее. Какая ферментация. Как подушечка. Как пух. Выкладываем на поверхность и делим на 12 частей. Немножко теста обминаем. И делим на 12 частей. У нас получилось 12 кусочков теста по 65-66 грамм. Скатываем в шарик. Вот такой ровненький. И на тарелочку. Выкладываем готовые шарики на тарелку. И накрываем пакетом, чтобы не заветривалось. Любая манипуляция с тестом, дадим минут 5 им расстояться. И начинаем формировать пирожки. А пока подготовим противень. Вот посмотрите, наша начинка, какая она. Яблочки, если мы их надавливаем, они великолепно разделяются. То есть они полуготовы. Все готово. И начинаем разделывать пирожки. Лицевой частью выкладываем вниз и раскатываем. Тесто великолепно себя чувствует, поэтому мука даже не нужна. Выкладываем ложку начинки и скрепляем. Сначала серединку и затем края. Делаем это хорошо. Вот так переворачиваем. И вот наш пирожок готов. И так выкладываем на противень. У меня на канале есть очень много разновидностей пирожков, где я жарю во фритюре, беляши, чебуреки. Я оставлю все под видео в описании в инфобоксе. Посмотрите. Я думаю, вам понравится. И выкладываем пирожочки на противень, выстеленной пергаментной бумагой на расстоянии. Выкладываем на второй противень. Уже можно посвободней. Накрываем пирожки пленкой и дадим 40 минут расстояться. Пирожочки наши великолепно расстоялись. Прошло 40 минут. И сейчас мы будем смазывать их яйцом с добавлением молока. 1 чайной ложки молока. Все хорошо смешиваем. Духовка наша уже очень хорошо разогрета. И сейчас аккуратно смазываем и с боков, и сверху. Все делаем деликатно, сильно не прижимаем, потому что пирожочки сейчас внутри миллион пузырей. Выпекать будем при 180 градусах 15-20 минут. У нас пирожочки не маленькие. Вы смотрите по особенностям вашей духовки. И следующий противень. И вместе отправим в духовку. Отправляем в духовку. Пирожочки, посмотрите, как пропеклись. Великолепно. Легкие, невесомые. Итак, дорогие друзья, пирожки получились просто отменные. Пышные, нежные, как облачко, как пух, со вкусной ароматной яблочной начинкой и сливочным вкусом. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна. Если впервые на моем канале, не забудьте подписаться. Нажимайте на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока, друзья!